Салют, народ! Вот интересно, много ли здесь тех, кто когда-либо задумывался начать вести свой YouTube-канал, но ввиду отсутствия зеркальной камеры, студии звукозаписи, мощного ПК для монтажа, откладывал эту идею на потом? Хотя так не только с YouTube. Я думаю, что каждому приходила в голову гениальная идея на миллион, на которую, как назло, не было ресурсов. Было, да? Я на самом деле точно такой же человек. Я тоже все откладывал. Думаю, сначала я куплю себе Mac Pro, камеру Sony, как у всех блогеров. Чтобы со звуком не париться, она пишет отличную картинку, отличный звук, стабилизация на ней на уровне. В Маке там вообще в Final Cut чудеса можно творить. Но сначала не до этого, а потом кризис и вообще не до этого абсолютно. И сейчас я понимаю, что лучшей возможности, чем сейчас, не будет. Всегда найдутся какие-то отговорки. Поэтому я решил мутить канал и делать видосы с теми ресурсами, которые имею. И поэтому сегодня я вам покажу свой бомж-набор блогера. Встречайте! Начнем, пожалуй, с самого простого. Вещь, которая есть у каждого под рукой, это телефон. В моем случае это iPhone 7, который я купил бэушный года 3 назад. Он как АК-47, неубиваемый. Что камера, что диктофон на нем достаточно пригодные для записи влога. Также в моем арсенале есть китайская экшн-камера SJ-Cam SJ5000X. Есть у нее режим 4К, достаточно посредственный, но мне очень нравится широкий угол, поэтому себя снимаю как раз на нее. Плюс при данном освещении квартирном она выдает неплохую картинку, а при дневном свете вообще замечательно. Звук на ней, конечно, редкостный отстой. Его достаточно только для того, чтобы найти хлопки и свести с другой дорожкой и удалить. А звук я как раз пишу на диктофон Sony PX370 и петличку Andoer. До этого у меня была ноунейм петличка, которая писала моно, и потом приходилось делать стерео с помощью Adobe Audition танцев с бубнами. Посмотрев тесты на петличке Andoer, которые стоят там 3, 4, 5 баксов, я решил, что надо все-таки сделать звук нормальный, но брать эти костыли, и действительно я не прогадал. Также в процессе съемок участвует швабра в бутылке. Эта чудо-вещь заменяет мне штатив и также является памятником говну и палкам. Прям вот во всем красе говну и палкам. И вишенка на торте — это мой комплюхтор, он же тостер. Потому что когда я на нем включаю рендер, на нем можно сварить суп. Это Acer Aspire 5V571, и он слегка похож на бутерброд. Потому что он неоднократно падал, он со мной путешествовал, разбирался мной, что очень пагубно для техники, потому что половины болтов, естественно, я в конце не нашел. По начинке в нем старенький i5, видяха на гиг и оперативки для планки по 4, то есть 8 гигов в общем. Всю эту трихомудину на себе тащит SSD на 128, благодаря которому на нем более-менее приемлемо можно монтировать видосы. Так как он сильно нагревается, я кладу под него различные подставки. Как правило, это пустые пачки из-под сигарет. И рядышком стоит вентилятор, чтобы в случае чего, если уже не справляются штатные кулеры, то включаешь вентиль, включаешь кондей похолоднее, и тогда он еще может как-то тянуть получше, подольше. Но иногда все равно и это не спасает, если запустил что-то слишком серьезное, и он просто берет и вырубается. Как вам мой бомж-набор? Это вам не зеркалки на стабилизаторах и всякая дорогущая техника. Это реально говно и палки. Но и имея это, можно уже снимать достаточно неплохие видео. Так что если есть действительно желание что-либо создавать, не ищите себе оправданий и не откладывайте это на потом. Используйте те ресурсы, которые у вас уже есть сейчас. До встречи!